Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы делаем домашку по циклам while. Начнем с первой задачи. В этой задаче нам нужно реализовать цикл, который работает от 1 до 10. Весь этот диапазон цифр нужно вывести в этот div. При использовании while первое, с чего я начну, это сделаю переменную i1. В нее присвою 1, потому что цикл должен с 1 начинаться. Далее прописываю while i1 больше равно 10. Внутри while я отдаю i++. i1++. Мы уже реализовали цикл. Следующий наш этап — это сделать переменную, корзинку, которую я буду пополнять при каждом вызове нашего цикла. Потом, когда я ее пополню, ниже в out1 выводим готовый результат нашей переменной. Все, что нам осталось, это прописать логику вот тут. Пишу res равно res плюс i1. Добавлю еще пробел плюс пробел. И у меня получается вот такой диапазон. Как раз тот, который нам и нужно был по задаче. Тут важный нюанс. В случае, когда мы используем while, из-за того, что этих вот 3 основные вещи, они очень разбросаны, вы легко можете сделать одну ошибку. Если же я сейчас возьму строчку 11 и помещу ее ниже, вот так вот, переместил ниже, просто поменял местами, наш вывод уже поменяется, будет работать по-другому. Поэтому будьте внимательны. Тут есть такая штука, как последовательность действий, и вам нужно очень четко понимать, что и как происходит. Например, почему в данном случае я сразу вижу двойку, сделаю небольшую диаграмму кода. У нас вызывается while, с самого начала в while написано, что i1 больше равно 10, и i1 это, единичка наша, вот это вот. Условие дает true, вызывается тело. В теле первым действием i++. Что делает i++? Перезаписывает переменную из 1 на 2. Следующий этап — эта строчка. И в этой строчке что написано? Нужно перезаписать переменную res, добавить к прошлому новое значение, а новое значение — это уже 2. Из-за того, что я i1 выше перезаписал, у нас тут сразу же появляется двойка. И это означает, что первая цифра, которую я увижу на выводе — двойка. Поэтому будьте очень внимательны с последовательностью кода. По факту это все очень важно. И когда я пишу код именно в такой последовательности, что сначала перезаписываю res, а потом добавляю 1, это не просто так. Это заранее продуманная логика. Окей, можем переходить к следующей задаче. Для нее мы также будем использовать while, поэтому я сразу его скопирую. Буду менять переменные и по ходу объяснять, что нам нужно сделать. В этой задаче нам также нужно сделать цикл, который будет работать от 1 до 10. Но в этот раз, когда он будет отрабатывать, нам нужно будет выводить на экран не 1, 2, 3, как раньше, а 100, 200, 300 и аж до 1000. Исходя из этого, когда я делаю вывод, вот тут вот, я буду не просто i2 выводить, а я возьму это в круглые скобки, вот так вот, напишу i2 умноженное на 100, и это все я буду уже выводить в res. Также res нужно также переименовать, чтобы оно вот так вот получилось. Или вообще давайте сокращенную запись напишу, она будет вот так вот выглядеть. По итогу это почти правильный ответ. Почти, потому что, видите, все-таки тут до сих пор от 1 до 10. И если я хочу, чтобы оно заработало корректно, то мне осталось вот тут на выводе поставить res2. Готово. Вот мы и выводим от 1 до 1000.
Вот такая запись у нас получилась. Следующий цикл — это он будет работать от 10 до 1. Окей, делаю переменную i3, она будет работать вот таким образом. Внутри i3 минус-минус, потому что я буду уменьшать ее. И начинаться сама переменная будет с 10, чтобы работала от 10 до 1. Далее сам res тоже меняем, потому что задача 3, значит и res 3. Также out 3 и вывод i3. Сейчас у нас будет точно такой же ответ, но нам нужно все-таки другой. А какой именно? Э, Выводить при каждой итерации номер вызова, умноженного на 2. Я так и делаю, умножаю на 2. Вот по итогу у меня и получается. Как раз вот такой вот диапазон вывода. Окей, переходим к 4-й задаче. В этой задаче нам нужно сделать так, чтобы у нас работал цикл от 1, поэтому сразу 1 ставлю, и до того, что впишет пользователь в поле ввода. Получается, вот здесь это будет выглядеть вот так вот. i4 до v4. v4 это, видите, вот эта вот переменная, как раз то, что пользователь ввел в поле ввода. После чего перезаписываем наш res4 на следующую конструкцию, а именно на просто i с пробелом, без этого умножения. После чего корректируем вывод и проверяем работу. Вписываю 6, ошибка. Читаем ее внимательно. Написано before initialization. Before initialization это говорится о том, что у меня переменная i4 уже существует. Я начинаю смотреть. Строчка 54. Это вот тут. И я вижу, что у меня есть переменная i4 вот это и вот это. По факту, что это получается, это я пытаюсь создать 2 одинаковых переменных. Такого быть не может, мне нужно что-то корректировать. Я буду корректировать вот этот i4 и поставлю. Ну, input имеется в виду. Точно так же и здесь. Также я заметил, что тут у меня было поставлено минус-минус, а мне нужно плюс-плюс, чтобы от 1 и до большего. Проверяем еще раз. Вписываю 6, 6. Вписываю 67, 67. Отлично. Переходим к задаче номер 5. В этой задаче мне нужно сделать опять же цикл while, но при этом я буду выводить на экран от 0 до 20. При этом только четные цифры. Окей, если я буду выводить только четные цифры, мне, получается, нужно правильно написать цикл. Изначально я напишу цикл, который будет работать просто до 20, ну, от 1 до 20, нет, от 0, по задаче от 0 до 20. И при каждом выводе я что буду делать? Я буду перезаписывать наш i5 и res5. Делаю вот такое вот финальное изменение. Вот тут еще i5 тоже. И проверяем. Я вижу, что у меня в таком варианте вывелись все цифры. Окей. Но нам нужно было выводить только четные. Если нам нужно было выводить только четное, мне нужно поменять какой-то один из наших 3 основных этапов, с которых состоит цикл. Напоминаю, что любой цикл состоит из создания переменной, условия с этой переменной, изменения этой переменной. И я буду менять изменения. У меня будет не i++, а i равно i5 плюс 2. И в такой конструкции я пока писал, видите, значок крутится.
Это означает, что я вот так вот когда написал, у меня обновилась страничка и запустился вечный цикл. Все, теперь это вечный цикл, я бы что ни напишу, уже браузер это не прочитает. Чтобы выйти из вечного цикла, я сделаю следующее: закрою полностью вкладку, открою ее заново, ну и все, оно уже развисло. Проверяем на вывод. Вывод написан правильно. От 0 до 20. Можем переходить к следующей задаче. В этой задаче нам, ну, как и всегда, нужно сделать цикл, но он будет работать от 1 и до того числа, которое мы выберем в селекте. Для работы нужно, разумеется, переименовать мои переменные, чтобы они соответствовали тому, что я сейчас делаю. И как только я переименую, я могу посмотреть на то, что у меня получится. Да, кстати, это будет не +2, а просто плюс-плюс. Сам ответ я буду выводить в out6. Окей, вот так вот делаем и проверяем. Клик от 0 до 3, а нам нужно было от 1, поэтому я корректирую вот здесь нолик на 1. Проверяю еще раз. Отлично, отлично, отлично. Все работает. Наш цикл выглядит вот так. Окей, следующий наш этап — это нам нужно сделать цикл, который будет работать от 1 до 7. Я его напишу сначала, чтобы мы еще раз запомнили стратегию, как это прописывать. Сначала делаю переменную i7, дальше while. В while я прописываю условие, оно будет выглядеть так, до 7. Далее вот тут вот i7 плюс-плюс. Отлично, цикл готов. Добавляю логику корзины, res7 пустая строка, и после цикла в самом конце out7.inRHTML равно res7. Наш собранный результат. Все, что нам осталось, это собрать наш результат. По задаче нужно сделать что? Нужно сделать 7 параграфов, поэтому я пишу res7 плюс равно, сразу ставлю, шаблонные литералы и параграф. Внутрь параграфа нужно передавать номер вызова цикла. Поэтому вот такой синтаксис, и тут i7. Как мы можем заметить, вывод получился правильный. Вообще, цель этой домашки — научить вас синтаксису, чтобы вы не путали, как что писать, в какой последовательности, ну и все. Также прошу вас не забыть, что есть такая штука, как while. While — это полный аналог фора, и иногда он может помогать решать нам уникальные задачи. Какие именно уникальные задачи, будем рассматривать намного позже. Сначала вам нужно этот while немножко подзабыть. Я думаю, вы точно успеете его забыть. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.